Всем привет! Уже совсем скоро в Burning Crusade Classic Anniversary выходит третья фаза, а значит нас наконец-то отправят в Black Temple на разборки с Илиданом, который, как известно, считает, что мы все еще не готовы. И судя по количеству атюнов, резистов, репутации и расходников, возможно в этот раз он даже не совсем не прав. Поэтому в этом видео я предлагаю разобраться, когда именно выходит третья фаза, когда заканчивается второй и начинается третий сезон арены, какие новые рейды, репутации, крафты и награды появятся, какие атюны нужно сделать, что можно уже подготовить прямо сейчас и почему нам придется собирать шмот на Resistance. Начнем с самого главного. Третья фаза официально выходит 27 августа. Это дата глобального запуска, указанная Blizzard. Но как всегда тут для европейских игроков есть небольшой нюанс. Глобальный запуск состоится в четверг по американскому времени днем, но для Европы это будет уже ночь. Так что, как обычно, новая фаза выходит в ночь с четверга на пятницу. Для МСК это будет около часа ночи. Про PvP расскажу в отдельном блоке. Что в общих чертах войдет в третью фазу? Главным наполнением третьей фазы станут два новых рейда на 25 человек. Это Хиджал и Black Temple. В Хиджале нас ждет 5 боссов, последний из которых Архимонд. Сам рейд устроен довольно необычно, большая часть прохождения это последовательные волны мобов, которые нужно отбивать вместе с армиями Альянса и Орды. А уже между этими волнами появляются боссы. Кому-то такой формат нравится, а кому-то хочется выйти из игры примерно после третьего вайпа на очередном трэше. Но пройти Хиджал все равно придется. И не только ради лута, потому что именно первый босс Хиджала нужен для завершения атюнов Black Temple. Но к атюнам мы еще вернемся. Сам Black Temple это уже 9 боссов, последний из которых Илидан. Именно здесь дропается тот самый любимый многими и, на мой взгляд, действительно красивый сет Тир 6. Конечно же, Илиданочки, Warglaves of Azinot и большая часть самых известных предметов этой фазы. Вместе с рейдами появятся две новые репутации. Scale of Sense в Хиджале и Ashtong Deathworn в Black Temple. Scale of the Sense позволит получить эпическое кольцо, которое будет постепенно улучшаться по мере прокачки репутации, а также откроет часть новых наград и рецептов, к которым мы вернемся в блоке про профессии. Ashtong Deathworn также откроет новые рецепты и награды уже внутри Black Temple, в том числе предметы, связанные с подготовкой к набору необходимого количества Shadow Resistance. А на Exalted станут доступны уникальные классовые тринкеты. У каждого класса будет свой эффект, но полезность этих предметов, скажем так, довольно сильно зависит от конкретного класса и спека. Помимо рейдов, третья фаза добавит в игру прокачку репутации с фракцией Netherwing и долгожданными дракончиками летающими, эпические камни, новые рецепты профессии, ну и третий сезон арены. Также и на предметах активно начнут появляться характеристики типа пробивания брони, а также хейст, она же хоста, скорость. Но теперь давайте разбирать все это по порядку. Поговорим про все профессии. Джевел крафтинг. Эпические камни. В третьей фазе вы наконец можете крафтить эпические камни, которые будут вставляться в вашу экипировку. Сами материалы для этих самоцветов можно добывать несколькими способами. Часть камней будет изредка падать с трэша в Black Temple, а также в Хиджале появятся специальные залежи, из которых эпические самоцветы можно добывать при помощи майнинга. Новые рецепты для Джевел крафтинг будут доступны через репутацию Scale of Sense, а часть редких рецептов будет выпадать непосредственно в Хиджале. В начале третьей фазы прошлого БК Classic отдельные эпические камни продавались за сотни золотых. Повторятся ли сейчас ровно те же цены, пока неизвестно. Экономика серверов все-таки немного другая, но дешевыми в первой неделе эти камни почти наверняка не будут. Энчантинг. У энчантинг появится сразу несколько новых формул. Главная из них это Enchant Ring Stats. Она добавляет 4 единицы ко всем характеристикам. Наложить этот энчант можно только на собственные кольца энчантера. Поэтому с 2 колец у вас в сумме получится плюс 8 ко всем статам. Рецепт продается у Lower City на уровне всего лишь Honored. Также должна появиться новая формула энчанта ловкости на оружие. Она добавляет плюс 20 агилы на оружие и продается у Violet Eye на уровне репутации Exalted. То есть для нее придется прокачивать репутацию в Каражане, если вдруг вы ее еще не качнули. А на уважение у консорциума можно купить рецепт энчанта на оружие, добавляющего 7 единиц урона. Партняжники получат новые эпические рецепты для кастеров, ДПСеров, ну и хиллеров. В основном это наручи и плечи с неплохими статами и хейст. Для некоторых специализаций такие предметы вполне вероятно окажутся бис.
ну или как минимум очень сильной альтернативой рейдовому луту. Сами рецепты будут падать в новых рейдах, в первую очередь с трэша Black Temple и также в Хиджале. Кожевничество также получает несколько новых линеек экипировки, отдельные предметы для физикал ДПС в коже и кольчуге, а также вещи для хиллеров. Как и в случае с Тейлоринг, часть этих предметов будет весьма неплохой и даже сильной для отдельных специализаций. Blacksmithing получит новые эпические рецепты для физических ДПС в латах. Ну и также отдельные предметы для хиллеров, ну, паладинов получается. Это также в основном наручи и плечи. Рецепты новых предметов будут Bind on Pickup. Сами скрафченные наручи при этом будут Bind on Equip, BOE. А вот плечи будут именно BOB. Для большей части этих предметов потребуется новый реагент Heart of Darkness. Он будет падать с трэша Black Temple и Хиджалы. И в первой неделе почти наверняка станет одним из самых дорогих материалов этой фазы. Также отдельно проговорим про Shadow Resistance рецепты. Отдельно портняжники, кожевники и кузнецы получат рецепты на Shadow Resistance Gear. Это уже необычный какой-то боевой крафт с трэша. Эти рецепты покупаются за репутацией Strong Death Worn внутри Black Temple. Они постепенно открываются уже на уровне Friendly и Honored и тоже требуют Heart of Darkness. Но подробно, зачем эти комплекты вообще нужны, мы вернемся в блоке про Shadow Resistance. Алхимия. Котлы защитных зелий появились еще во второй фазе Anniversary, поэтому сами по себе они не являются новинкой третьей фазы. Но теперь особенно актуальным станет Cauldron of Major Shadow Protection, в первую очередь для прогресса на боссе Mother Shahraz, или, как ее некоторые называют, Мамочка. Но у алхимиков также появится новый рецепт Flask of Chromatic Wonder. Эта фласка дает плюс 35 ко всем сопротивлениям, ну и плюс 18 ко всем характеристикам на 2 часа. Рецепт продается у Violet Eye, уже на уровне Honored. Ну и в общем надо сказать, что первой неделе многие гильдии наверняка будут отдельно фармить трэш Black Temple, потому что он одновременно дает новые рецепты, Heart of Darkness, эпические камушки, BOE предметы и репутацию Strong Death Worn. А еще с этого же трэша будут падать Mark of the Illidary. Про них уже в следующем блоке. Нововведение этой фазы Mark of the Illidary. Это предметы, которые будут падать с трэша в рейдах третьей фазы. А также они будут падать в SSK и Tempest Keep рейдах второй фазы. Их можно будет обменивать на специальные версии фласок в банке Алдоров и Скрайеров в Шатрате. По характеристикам это обычные фласки Burning Crusade. Но вместо покупки дорогой химии вы просто отдаете одну Mark of the Illidary и получаете фласку. Но использовать эти специальные фласки можно только внутри рейдов Burning Crusade. Тем не менее, вы существенно экономите на рейдовых расходниках. Однако для доступа к тому, чтобы покупать эти фласки, нужно прокачать 3 репутации на уровне Exalted. Это Шатар, Кенарийская экспедиция и Алдоры, ну или Скрайеры, в зависимости от того, какую сторону вы выбрали. Если вы постоянно используете фласки, прокачать эти репутации сейчас – одна из самых полезных подготовок к фазе. Шатар проще всего добивать походами в ботанику, Кенариев через Steam Vault, а Алдор и Скрайеров, сдачей соответствующих предметов репутации. Скорее всего, основная масса мейнов и так уже имеет нужные репутации, хотя бы ради энчанта на плечи и голову. Но на альтах ситуация может быть уже куда печальнее, так что лучше все проверить заранее, иначе марки у вас будут, но купить фласки вы не сможете. Но теперь поговорим об атюнах. Начнем с Хиджала. Сам атюн довольно простой. В Caverns of Time, пещерах времени, нужно взять квест The Vials of Eternity у Сори Дорми. После этого необходимо убить 2 последних боссов рейдов второй фазы, Леди Вайши в ССК и Кельтас в Tempest Keep. С каждого нужно забрать остаток соответствующего флакона. После этого возвращайтесь к Сори Дорми, сдаете квест и получаете доступ в Хиджал. И заодно открывайте квестовую цепочку с кольцом Scale of the Sands. В старых гайдах часто указывается, что для получения квеста нужна репутация почтения с Keepers of Time. Но в Anniversary игроки сообщали, что квест удавалось взять на уровне уважения. Кто делал, пишите. Лично я его выполнил на уровне почтения. Тем не менее, репутация Keepers of Time все равно полезна. Как минимум на уровне почтения в Шатрате появляется портал прямо в Caverns of Time. Правда, скорее всего это будет только в 4-й фазе, если Blizzard вдруг что-то не поменяют. В общем, сделать этот квест на атюн в Хиджал и получить свое первое кольцо можно уже сейчас, во 2-й фазе. Я лично его получил, как и многие другие. А вот атюн в Black Temple заметно длиннее, но большую его часть можно сделать уже сейчас. Начинается цепочка в Shadow Moon Valley. Для Алдоров это алтарь Шатар на севере локации, для Скрайеров в Sanctum of the Stars на юге. Первое задание называется Tablets of Baari. Дальше будет цепочка в Shadow Moon Valley, знакомство с Сакама, поход в Аркатрас, несколько групповых заданий.
после чего продолжение перенесет вас уже в рейды второй фазы. Забавно, что Blizzard на своем официальном сайте, где они пишут про третью фазу, ссылаются на гайд, который описывает, как сделать этот атюн на вовхеде. В общем-то, я тоже на него вам ссылочку оставлю. В ССК в итоге нужно будет убить Фатом Лорда Каратреса и поговорить с Алумом, который стоит там рядом, где был босс. Не забудь про него. Мне кажется, я только с третьего раза про него вспомнил. И, кстати, у вас никакого квеста на это не будет. Вы просто должны будете с ним поговорить и взять уже новый квест. В общем, после всего этого вас отправят обратно к Акама, а потом нужно уже будет убить Алара в Tempest Keep, Феникса. Причем сделать это в специальной маскировке, Эштон Каул. Не забудьте ее надеть до убийства босса. Мне кажется, что она действует даже после смерти. То есть, в теории, если вы на боссе вдруг умерли, атюн вам все равно засчитается. Ну, точнее, квест. Но я лично старался все-таки не умирать, пока делал это задание. Весь этот кусок цепочки можно пройти сейчас, до выхода третьей фазы. В итоге вы остановитесь на задании An Artifact from the Past. Для него уже потребуется отправиться в Хиджал и убить первого босса, Рейдж Винтерчилла. После убийства вы заберете квестовый предмет, вернетесь к Акаме, пройдете еще несколько разговорных сценарных заданий и получаете, наконец, медальон of Карабор, который уже откроет вам вход в Black Temple. И, кстати, на этом медальоне будет 40 Shadow Resist, про который мы чуть позже поговорим. Поэтому большинство гильдий, наверное, рассматривает пару вариантов своего первого рейдового дня. Полностью закрыть Хиджал, а потом уже идти в Black Temple. Либо быстро убить только первого босса, сделать атюн, ну и пойти потом уже сразу в Black Temple. Напоминаю, в Anniversary рейдовый атюн является Account Wide, то есть после полного завершения атюна одним персонажем доступ откроется и остальным персонажам аккаунта. Причем под аккаунтом подразумевается весь ваш Battle.net аккаунт, поэтому имея 2 или более учеток по WoW, у вас атюны распространятся с одного аккаунта, с одной WoW учетки на все остальные. Однако прогресс отдельных заданий между персонажами не переносится, и есть еще одна причина пройти цепочку на каждом персонаже, который вы планируете активно рейдить. Медальонов Карабор дает 40 Shadow Resist, а это будет очень полезно в Black Temple. Ну и вот мы наконец добрались до одной из самых известных особенностей третьей фазы — Shadow Resistance. В первую очередь он понадобится на Мазар Шахрас, на мамочке. У нее есть механика Fatal Attraction. Несколько случайных игроков телепортируются в одну точку и начинают получать большой периодический урон от тьмы, пока не разбегутся достаточно далеко друг от друга. В хорошо сыгранной группе эту механику частично можно закрывать правильным перемещением, типа рокет-бутсов, быстрым хилом, но для большинства гильдий, особенно в первой неделе, наличие Shadow Реза сильно упростит бой. В качестве стандартного ориентира часто называют цифру в районе 174 Shadow Resistance, без бафов. Но сюда уже входит медальонов Карабор, квестовый предмет, про который я говорил раньше. Его получат все те, кто, собственно, сделал атюн в Black Temple, так что считайте это гарантированно. Баф от приста на Shadow Protect добавит еще 70, и в сумме у вас получится около 244 Shadow реза. Кстати, резист от приста не складывается с сопротивлением Mark of the Wild, ну и аурой Паладина. Игра просто использует самый сильный эффект для расчета. 244 — это важный порог, при котором персонаж гарантированно получает хотя бы частичный резист заклинаний тьмы соответствующего уровня. Но воспринимать эту цифру как абсолютное требование для каждой гильдии тоже не стоит. Это скорее такой удобный ориентир для первых киллов. Танкам на Мазар Шахрас отдельный Shadow Rez комплект обычно не нужен, а вот остальному рейду его надо бы подготовить. До выхода фазы собрать такой комплект можно из, например, зеленых предметов примерно 70 уровня. У них будет суффикс Shadow Protection. Также есть камни с резистом и энчанты на голову, на плащ и специальные, по-моему, кожевнические чарки на некоторые предметы. Поэтому некоторые, например, будут брать старую экипировку, которую не жалко полностью переделать под резист. Ну и, как вы понимаете, многие такие вот предметы начнут заметно расти в цене ближе к запуску фазы. Поэтому присмотрите подходящие вещи лучше заранее. После открытия Black Temple появятся полноценные крафтовые Shadow Resistance комплекты. Те самые, рецепты на которые открываются через фракцию Strong Death Sword. Для их создания понадобится уже упомянутый Heart of Darkness. Отдельные резист комплекты понадобятся и на Илидане. Варлоку, который будет танковать демоническую фазу, потребуется высокий Shadow Rez, а танкам Flames of Azinot понадобится Fire Rez. В старых рекомендациях встречается ориентир примерно в 315 Shadow реза для Варлока, ну и вплоть до 365 Fire реза для огненных танков. Разумеется, тут речь идет об итоговом значении с учетом работающих бафов, а точные цифры будут зависеть от вашей стратегии, состава рейда, ну и экипировки танков, в общем, того, насколько сильно вы хотите обезопасить прохождение. Но полностью игнорировать резисты здесь точно не получится.
Помимо самого комплекта, рейду могут пригодиться Shadow Protection поты и упомянутые ранее алхимические котлы с этими зельями. Это не замена Shadow Resistance Гиру, но дополнительная страховка на первых убийствах. Помимо резистов, танкам стоит заранее проверить и обычную экипировку. На Иллидане используется способность Шир. Она снижает максимальный запас здоровья танка на 60%, причем сама атака не может промахнуться, но ее можно заблокировать, парировать или уклониться. Поэтому протвары и протпалы могут собрать так называемый шир-сет с очень высоким суммарным шансом блока, доджа и парирования. Обычный Voidance Cap здесь не совсем подходит, повторюсь, атака это не может промахнуться. Но также еще стоит упомянуть босса Найдж или Наджьентуса. При разрушении его щита весь рейд получает около 8500 урона. Так что если вдруг ваш персонаж еле пересекает отметку в 10 тысяч здоровья, лучше обратить на это внимание заранее. PvP. Давайте начнем с арены. Второй сезон арены завершится 17 августа. Ну, фактически 18 августа для европейского региона с резетом серверов. Ну а третий сезон стартует 1 сентября в Америке и, следовательно, 2 сентября в Европе. То есть между завершением второго сезона и стартом третьего будет примерно 2 недели межсезонья. Напомню, что кап максимального накопленного количества арена очков 5000. И здесь есть важный момент. После завершения этого межсезонья все ваши неиспользованные арена-поинты автоматически конвертируются в Honor. Один арена-поинт дает 10 Honor-поинтов. Но их можно будет потратить на экипировку второго сезона, которая в межсезонье будет продаваться уже со значительной скидкой и без требований к рейтингу. И поэтому многие солят арены очки до межсезонья и потом во время этого межсезонья закупаются гиром со скидками. А вот с началом третьего сезона экипировка второго сезона просто останется доступной к покупке по тем же условиям. А вот комплект первого сезона станет доступен за Honor, то, что многие так ждали. Поэтому имеет смысл заранее накопить Honor и марки БГ, потому что для покупки предметов они вам будут нужны. Напомню, что кап Honor 75 тысяч, и он, в отличие от арены очков, перенесется на следующий сезон. В третьем сезоне появятся новые эпические нон-сетовые предметы Vindicator. Для некоторых классов они будут сопоставимы с сильными PvE предметами второй фазы. Также я слышал, что даже чистым PvE игрокам полезно держать в сумке PvP Trinket. В Хиджале он помогает снимать некоторые эффекты контроля. В прогрессе это, возможно, окажется чем-то полезным. Поговорим про расходники. Очевидный совет: заранее купить или скрафтить обычные рейдовые консюмы, хаспоты, дестропоты, еду, масла, свитки, инженерные бомбы, прималы, ну и всякие материалы для энчанта и прочих профессий. После открытия фазы часто спрос возрастает, а вместе с ним растут и цены. Особенно, когда несколько тысяч игроков одновременно получат новые вещи и внезапно вспомнят, что на них еще нужны камни и чарки. Для физических ДПС отдельный интерес представляет эликсиров Demon Slaying. В Хиджале и Black Temple будет много демонов, и на 7 боссах 2 рейдов этот эликсир может оказаться лучшим вариантом для физического ДПСера. Правда, действует он всего 5 минут, поэтому расходоваться будет достаточно быстро. По этой же причине актуальна тринка еще из Накса, Mark of the Champion. А вот в Хиджале почти весь трэш состоит из нежити, поэтому полезным расходником станет Стратхольм Holy Water. Она наносит урон нежити по области, и по сути это такой небольшой дополнительный сапер, особенно полезный на массовых волнах. Для Орды существует еще 2 старых расходника из Ghostlands: Scourgebane Infusion и Scourgebane Drought. Один дает дополнительный spell damage против нежити, второй attack power. Они получаются за повторяемые задания и могут использоваться вместе с обычными эликсирами и фласками. Бонус небольшой, но если его используют весь рейд на огромном количестве трэша, суммарно получается заметная такая прибавка. Еще один довольно странный расходник для босса Анетерон в Хиджале — Sulfuron Slammer. Его можно купить в таверне Гримгазлер внутри БРД. Напиток накладывает на персонажа небольшой периодический урон, и если использовать его перед кастом усыпления от босса, получаемый урон может разбудить вашего персонажа. Подготовка экипировки. Разумеется, до запуска фазы стоит максимально одеться в текущем контенте. Чем лучше вы одеты сейчас, тем проще будет стартовый прогресс в Хиджале и Black Temple, и тем выше шанс, что вас вообще возьмут в этот прогресс, особенно если вы не состоите в постоянной гильдии. Третья фаза дает все-таки определенный скачок по сложности относительно предыдущего контента. Ну и стоит также отметить подготовку, например, Shadow Resistance, о котором мы говорили раньше. На Терон Горфинт один случайный игрок может
фактически вайпнуть весь рейд, если не понимать, что делать в призрачной фазе. Поэтому заранее посмотреть тактики здесь не будет лишним. Полезно также заранее сравнить свой бис второй фазы с бисом третьей фазы. Посмотреть, что вы точно замените, подготовить для этих предметов чарки, камни. Ну, не нужно прям все подряд скупать, но какой-то базовый шопинг-лист, так сказать, лучше составить заранее. Ну и под конец поговорим про еще одну фракцию. Это фракция Netherwing. В Shadow Moon Volley появится для них новый ежедневный хаб, где можно будет выполнять делики, собирать яйца, поднимать репутацию, в итоге за Exalted получить одного из эпических Netherwing Drake. Лично я очень любил этого маунта и в свое время делал все эти делики, но тут в БК Anniversary за деньги, в общем-то, по сути, выдается всем этот маунт, похожий, по крайней мере, по сути, тоже Netherwing, да еще и в броне, и я, честно говоря, в этот раз для себя смысла делать делики эти не вижу. Ну, если вам не нравится донатный маунт или вы его не покупали, может быть, неплохая альтернатива. Для доступа к этой активности понадобится эпический навык полета. Саму вступительную цепочку Netherwing можно начать уже сейчас, во второй фазе. Она начинается в Shadow Moon Volley. По отзывам, с ней надо провозиться около часа. Полностью прокачать репутацию до выхода фазы вы, разумеется, не сможете, потому что основная часть деликов пока закрыта. Но если хотите кататься верхом на этом дракончике, то цепочку стоит пройти уже сейчас, чтобы не тратить время уже потом. И есть несколько неподтвержденных пока изменений, такое, скажем, поле для спекуляций. Один интересный момент. Blizzard писали, что в третьей фазе планируют внести дополнительные изменения в лут героических подземелий. Но никакой точной информации о том, что именно изменится там, нет. Комьюнити предполагает, что некоторые редкие предметы из старых рейдов могут добавить в героике, ну или хотя бы к продавцу Badge of Justice. Кто-то спекулирует и мечтает о том, что DST, Dragonspine Trophy также добавят за баджики. Но это пока лишь предположение. Blizzard не подтвердили конкретный список вещей. Также мы ожидаем, что с третьей фазы должны прийти долгожданные нерфы героиков. На момент записи этого видео нам ничего не подтвердили. В общем, ждем официальных патчноутов по героикам, пока лишь, к сожалению, одни догадки. Ну и вот я такой составил краткий чек-лист. Что реально можно сделать до выхода третьей фазы? Ну, первое, это завершить атюн в Хиджал, взять Vials of Eternity, убить Вайшек, Кельтаса. Второе, максимально свой атюн в Black Temple продвинуть, пройти цепочку в Shadow Moon Volley, Аркатрасе, убить босса в ССК, Лара в маскировке, ну и, скажем так, остановиться уже к выходу Black Temple на последнем задании доступном. Третье. Поднять репутации с Шатаром, с Кинарями и Салдорами, ну или с Крайерами до Exalted, чтобы покупать дешевые фласки. Четвертое. Подготовить Shadow Res сет для босса мамочки в Black Temple. Ну и если вы танк, то еще и Fire Res сет. Ну и варлокам, соответственно, еще больше надо резиста, видимо, подобрать. Пятое. Ну, докачать все профессии, иметь хотя бы каких-то майнеров и, собственно, джевел-крафтеров. Хотя, скорее всего, с этим проблем особых не будет. Шестое. Накопить Honor и марки БГ к третьему сезону. Тогда вы на старте сможете сразу легко закупиться шмотом. Ну а также, все-таки, если успели это видео посмотреть до конца второго сезона, пофармите арену. Ну, посливайте вы пятерку. Сразу, как будет межсезонье, вы купите себе, ну, практически бисовое оружие. Причем неважно вообще, за какой класс, спек вы играете. Седьмое. Купить или накрафтить расходников и подготовить материалы для будущих чарок и, в общем-то, камней. Восьмое. Посмотреть тактики на босса, особенно на Терона, мамочку, Архимонда, ну и Лидана, разумеется. Ну и последнее. Найти нормальную гильдию. Мне кажется, с пугами Лидана будет убить довольно-таки сложно. Хотя, ну тут уж сами смотрите, что вам удобнее, что вам больше подходит. Напоминаю, что Gold ДКП в Anniversary запрещены. Так что обычно пуги это хард-резервные лиданки, ну и все такое. Да, ну и опциональный пункт, все-таки, если вы вдруг хотите летать на этих новых дракончиков Netherwing, пройдите вступительную цепочку, правда. Намного будет проще, когда фаза стартанет. Ну, конечно же, если вы готовы делать эти дейлики ради новых маунтов. В общем, третья фаза Burning Crusade Classic Anniversary получается довольно-таки насыщенной. 2 рейда, новый сет тир 6, эпические камни, новые фракции с репутацией, рецепты, Shadow Resistance Gear, ну и, конечно же, третий сезон арены. В этой фазе есть, конечно, какие-то такие ванильные вайбы старой системы, где половина подготовки к боссу проходит не внутри рейда, а на аукционе или в вашем банке. Но именно Black Temple и Хиджал многие считают одними из лучших периодов Burning Crusade. Убийство легендарного Илидана, а также Архимонда, который для фанатов Warcraft 3, мне кажется, достаточно особенный будет рейд и особенный будет бой. Я лично ни разу не убивал ни Архимонда, ни Илидана, и это была моя цель на этот БК, поэтому с нетерпением жду этой фазы, чтобы убить этих легендарных боссов, посмотреть на них в игре. Помимо боссов, конечно же, легендарный лут, и особенно все наверняка роги и вары просто мечтают полутать азиноточки.
Ну и теперь вопрос к вам. А готовы ли вы к третьей фазе? Собираете ли Shadow Resistance? Закончили делать Attune или в процессе? Куда ваша гильдия планирует пойти в первую рейдовую ночь или вечер? В общем, пишите обо всем в комментариях. Если видео вам понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк. Если ищете гильдию, в моем дискорде есть список русскоязычных гильдий. В своем телеграме я оперативно пишу о различных новостях и не только по WoW. В общем, залетайте, все ссылки в описании. Ну а всем спасибо и до связи.